I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Сувон, Южная Корея. 1 апреля 2012 года. Это происшествие случилось вечером, когда взрослые торопились домой к родным после тяжелого и утомительного рабочего дня. А детишки бегали по улицам, радуясь тому, что завтра начнется новый день, полный приключений и забав. Но для одного человека из этого города он так и не начался. Ее жизнь оборвалась в этот вечер, 1 апреля. Никто даже и подумать не мог, что в одном из домов их любимого городка могло произойти такое зверство. Роковая встреча. 28-летняя жительница Сувона торопливо шла по улице. Она не заметила, что впереди нее был некий мужчина и случайно задела его своим плечом. Он агрессивно среагировал на это столкновение и начал угрожать женщине. После ссоры на улице он затащил ее к себе в дом, который был неподалеку, и изнасиловал. Когда он закончил свое преступление и ненадолго отошел от жертвы, женщине удалось дозвониться в 112. Звонок длился 7 минут. Пострадавшая подробно описала, где она находится, указала на ориентиры в районе и разрешила отслеживание по GPS. Этот звонок стал публичным. Вот запись первых секунд разговора. «Здравствуйте, это полиция по номеру 112. Здравствуйте, я нахожусь возле детской площадки Модгол и подвергаюсь сексуальному насилию. Детская площадка Модгол? Да, я где-то рядом с детской площадкой, но я не знаю, какой дом. В Цзэдоне? Да, я проходила мимо начальной школы Цзэдон по пути к детской площадке Модгол. Я попытаюсь отследить ваше местоположение с помощью вашего мобильного телефона. Хорошо. Итак, вы сейчас подвергаетесь сексуальному насилию. Вас сексуально домогаются? Да. Вы не можете уточнить местоположение? Оно где-то перед детской площадкой Модгол, начиная от начальной школы Цзэдон. Возле начальной школы Цзэдон. Прежде чем дойти до детской площадки Модгол. Кто это с вами делает? Какой-то парень, незнакомец, пожалуйста, поторопитесь. Вы его знаете? Нет, это кто-то, кого я не знаю. Что вы сделали с дверью комнаты, в которой находитесь? Я только что заперла ее. Вы заперли дверь? Да, пока парня не было. Дайте мне знать, когда вас освободят. Прошу вас, извините. Эй, можете повторить адрес? После этого телефонный звонок не оборвался. Женщина специально не стала его сбрасывать, чтобы местоположение могли отследить. Ей нужно было оставаться на связи со службой 112. Оператор слышал, как кто-то с огромной злостью выбил дверь и попытался снова изнасиловать женщину. Она боролась с нападавшим, кричала от боли и молила сохранить жизнь и помиловать. После этого звонок оборвался. Поиски. Жертва ясно описала, где находится, хотя она не назвала точный адрес, но создала визуальную картину того, где находится, после начальной школы, но перед детской площадкой. Полиция отправила 35 офицеров для поиска женщины, но жители района утверждали, что вообще не видели полицейских во время предполагаемого патрулирования. Считается, что оператор не задал женщине вопросы о характеристиках здания, которые могли бы помочь им быстро определить, где она была заперта, например, о внешнем виде дома или количестве этажей. Вместо этого он тратил время впустую и спрашивал, кто тебя преследует. Оператор явно не понимал, как действовать. Идентификация подозреваемого не настолько важна в моменты, где каждая секунда на счету. Первостепенной задачей было обнаружить жертву по GPS и незамедлительно спасти женщину. Дом, в котором произошло убийство, находился на первом этаже многоквартирного здания, примерно в 80 метрах от ворот начальной школы Цзэдон в направлении детской площадки Модгол. Полиция сообщила, что место преступления было трудно определить, поскольку оно было окружено жилыми домами, а начальная школа и игровая площадка находились на расстоянии 1 километра друг от друга. В правоохранительных органах также заявили, что отслеживание местоположения мобильного телефона не дало точных координат. Они объяснили, что не смогли ее найти, не могут же они заходить в каждый дом, расположенный рядом с местом преступления. А GPS-устройство работает неточно. Полиция сообщила, что они обыскали все улицы в радиусе полукилометра от дома, направив 35 полицейских, но не смогли вовремя найти жертву.
Шокирующая находка. Тело женщины было найдено только через 13 часов. Оказалось, что офис службы 112 находился всего в 7 минутах ходьбы от здания, в котором насильник держал жертву. Когда полицейские вошли в дом, то обнаружили 14 пластиковых пакетов, в которых в общей сложности находилось 280 частей тела. Это были останки той самой женщины, которая молила о помощи оператора экстренной службы. Убийцу и насильника задержали в тот же день. Им оказался китайско-корейский рабочий иммигрант по имени Ву Юаньчжунь. Мужчина родился в 1971 году в деревне Шэньван в автономном районе Внутренняя Монголия, Китай. После окончания начальной школы он работал в сельском хозяйстве. В сентябре 2007 года он приехал в Республику Корею по рабочей визе и работал строителем около 4 лет. Он часто перемещался между Кореей и Китаем и жил в обособленных самоуправляющихся провинциях Чоджу и Каджеси, провинции Кёнсан-Намдо. У него остались жена и сын на родине. Он жил в Сувоне с октября 2010 года. Соседи Ву в Сувоне говорили, что задержанный был тихим человеком и любил пить в одиночестве. В его доме полиция обнаружила бутылку китайского спиртного, фотографии обнаженных женщин и гигиенические прокладки. Детективам убийца рассказал, что он изнасиловал, а после дважды ударил жертву гаечным ключом по голове, а затем задушил ее. После чего он отнес тело в ванную и разделал на куски. После этого Ву вышел из дома в 5 утра, чтобы купить полиэтиленовые пакеты для упаковки расчлененного тела. Владелец магазина по соседству подтвердил, что подозреваемый приобретал пластиковые пакеты у него и даже вспомнил, как он помогал Ву искать упаковку. Он спросил меня, есть ли у нас большие черные пластиковые пакеты. Я сказал ему, что у нас есть только синие, а после этого я его больше не видел, рассказал мужчина. Соседи слышали крик женщины о помощи, но не обратились в полицию, потому что подумали, что это ссора между мужем и женой. Судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие женщины, описал состояние ее тела как слишком ужасное, чтобы выразить словами. Члены семьи погибшей, включая отца и мать, плакали, когда посетили место преступления. Они также заявили, что подадут иск о компенсации против правительства из-за медленной реакции полиции. Полиция могла бы предотвратить убийство, если бы оперативно отреагировала на звонок. «Мы будем добиваться компенсации за то, что мы пережили», заявил родственник жертвы. Комиссар Национального полицейского управления Чо Хен О признал свою ответственность за произошедший инцидент. Он обещал пересмотреть систему, чтобы полиция могла более быстро и эффективно реагировать на сообщения о таких преступлениях. Этот случай вызвал всеобщую обеспокоенность существующим положением дел. Один блогер прокомментировал: «Можем ли мы доверять полиции, ведь они не смогли предотвратить убийство в Сувоне, хотя имели конкретную информацию о месте совершения преступления от самой пострадавшей». Его позицию поддержали многие. Фрэнсис Лим Тонг Ил, президент Корейско-Китайского юридического института, сказал: «Это всего лишь преступление одного выходца из нашей страны. Мы не должны считать его представителем всего корейско-китайского народа». Это дело также вызвало опасения в Южной Корее. Все считали, что Ву мог быть причастен к торговле частями тела, поскольку суд заявил в своем решении, что его мотивом, по-видимому, было предоставление человеческой плоти для незаконных целей. Прокуроры и полиция отвергли предположение суда о наличии рынка человеческих органов в Южной Корее, добавив, что транспортировка частей тела в Китай практически невозможна. Вердикт. Я думал, что меня жестоко изобьют, если меня арестуют за что-то подобное, но я был весьма удивлен, потому что избиения не было. Это единственные слова, выражающие хоть какие-то эмоции Ву Юаньчжуня при допросе. В его голосе не было ни капли сожаления. Во время ареста и судебного разбирательства мужчина вел себя хладнокровно. Он не принес извинения семье погибшей, лишь признал свою вину. Подсудимый был спокоен, даже когда ему сказали, что его, скорее всего, приговорят к смертной казни. 42-летний мужчина был признан виновным. Окружной суд приговорил Ву к смертной казни. Судья утвердил то, что убийство было преднамеренным, и Ву намеревался продать части тела. Однако Пак Джин Ок, старший менеджер Amnesty International в Корее, заявил, что суд не должен был выносить смертный приговор. Он сказал: «Хотя Ву совершил жестокое зверство, я не согласен с этим решением, поскольку смертная казнь является бесчеловечной». После национального протеста, который привел к отставке начальника полиции страны, многие корейцы разместили в интернете комментарии в поддержку приговора. В октябре того же года апелляционный суд смягчил приговор,
до пожизненного заключения. Судья отверг предположение о том, что Ву убил жертву, чтобы продать части тела. Дорогие подписчики и гости канала, а что вы думаете об этом? Согласны ли вы с итоговым приговором корейского суда? Делитесь своим мнением об этом деле в комментариях.